Привет, мои дорогие друзья! Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, тот самый, который регулярно участвует в брифингах, он ведет эти брифинги, где рассказывают о фейках, как с ними бороться и так далее, о правдивой информации. Тот самый, который очень гордился тем, что именно по его показаниям ряд чиновников, близких к Дональду Трампу, попали под следствие. Он гордился вмешательством, своим собственным вмешательством в американские политические процессы, в американские выборы. И тем не менее, пока что он не находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. Но мы полагаем, что в ближайшее время эта ситуация будет исправлена. Так вот, этот чиновник заявил, что Кирилл Тимошенко на самом деле прав. Объясню, что произошло в двух словах. У Кирилла Тимошенко, это один из замов Ермака, главы Офиса Президента, обнаружили автомобиль. Автомобиль очень хороший, мощный автомобиль, американский, который был передан Украине для гуманитарных целей. У него обнаружили этот «Шевролет», который компания General Motors передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий. Сам Тимошенко подтвердил: да, я езжу на таком «Шевролете». Когда нашли у него этот «Шевролет», он и подтвердил. Это, кстати, самое ближайшее окружение наркомана. Это самый близкий. Ему на откуп было дано велике крадівництво, так называемое велике будівництво, на котором украли они огромное количество средств. Тимошенко подтвердил: да, он ездит на таком «Шевролете», который находится на балансе Государственного управления делами. Его действительно передали General Motors. Заместитель Ермака сказал, что ездит на «Шевролет» уже полгода в региональные поездки на деоккупированной территории. Журналисты зафиксировали, что это же авто систематически возит Тимошенко по Киеву, в частности из дома на работу. То есть Тимошенко сразу попытался съехать: да, езжу. Это и есть гуманитарные миссии, наверное. Ездить в регионы для того, чтобы попиариться, опять-таки, где освобожденные территории. Там же надо начинать опять воровать, отстраивать, много чего можно там и так далее. Да, это 40% отката. В военное время можно 80%. Попытался на это съехать, но оказалось, что эти машины его обслуживают по Киеву. И вот Лещенко, человек абсолютно уникальный, которого Зеленский снабжал деньгами государственными за то, что он пиарил Зеленского. Он работал в Укрзалезнице. В итоге Укрзалезница сейчас пребывает просто в катастрофическом состоянии. Но его уже прямо перевели работать в Офис Президента. Он начинает выгораживать Кирилла Тимошенко. Начинает выгораживать его очень интересным способом. Он начинает рассказывать, что не один только Тимошенко ездит на этих подаренных для гуманітарних целях автомобілі, а очень много чиновників по Києву. По-перше, цих автомобілів справді дуже багато їздить по Києву. Тобто, якщо ви звернете увагу, то далеко не один Тимошенко їздить на нього по Києву. Ввиду того, что Сергей Лещенко откровенно глупый человек, Сергей Лещенко начинает выгораживать вот именно так. Много чиновников ездят. То есть, по сути, вот эти все, кого он сейчас перечислит, они выбрали себе автомобили. Крутой автомобиль. Государство платит за бензин, потому что они бензина кушают много. Но это же оплачивает государство. Опять-таки за деньги, которые передаются, наверное, опять-таки для гуманитарных целей. На ньому їздять чиновники Міністерства оборони, на ньому їздять чиновники Генерального штабу, на ньому їздить багато людей, саме не пов'язаних з безпосереднім виконанням військових операцій на сході України. Это же прекрасно. Я думаю, что об этом они должны говорить как можно чаще и публично. О том, что автомобили, которые передаются для гуманитарных целей, для того, чтобы вывозить людей, для того, чтобы... Гуманитарные цели – это не катать киевских чиновников по Киеву. Є для передачі цих машин, тому що чітко сформульовано: не для військових, а для гуманітарних цілей ці машини передаються. Много ли еще западной помощи идет на такие гуманитарные цели? Я думаю, лично моя уверенность, 99% идет на то, чтобы просто разворовывается. Она просто разворовывается. Хибне припущення, що якби ця машина не потрапила до Тимошенка, вона потрапила б на фронт. Вона на фронт не могла потрапити апріорі. Просто замість Тимошенка на ній би їздив якийсь інший чиновник, яких в Києві, повторюся, переважно більшість цих машин їздить по Києву або по обласним центрам різноманітні чиновники різного рівня. Чиновники разного уровня разбирают автомобили и катаются, причем разного уровня.
чиновников очень много, а автомобилей, слава богу, тоже присылают очень много. Для того, чтобы вывозить там, опять-таки, детей, беженцев. Это. Мы дальше проверим, для чего они конкретно отправляют автомобили. Ну вот, Лещенко рассказывает, что ви на Тимошенко набросились. Всі так делают. Для фронту, справді, є величезна потреба в автомобілях. Це мені не треба взагалі розповідати, тому що я з військовими спілкуюся щодня десятки разів. І маю, через себе пропускаю безліч запитів військових на різні абсолютно потреби, починаючи від... Ну, здесь делает вид Лещенко, который известный вор и коррупционер, о том, что он волонтерит, конечно же, помогает фронту, но это к делу не относится. Как он выгораживает зама Єрмака, вот это относится к делу. Військовим потрібен автомобіль, який на ходу, якому близько 10-15 років, який є пікапом. Это приоритет номер один. Военные, видите, не хотят даже новых автомобилей. И они презирают новые автомобили. Им лучше вот 10-15 лет. Лучше всего механика. И такой, чтобы, знаете, ну, на ходу был, но вот если что, чтобы не завелся. Вот особенно, когда надо рвануть, куда-то отъехать, чтобы тебя танк не расстрелял, вот он может не завестись. Вообще военные очень любят автомобили, которым 50 лет. 50 лет. А если им трофейный Уиллис передать какой-нибудь, знаете, то они вообще... Или автомобиль, на котором какой-нибудь Геринг ездил. О, это вообще радость тогда. Якби цей автомобіль потрапив до військових, з високої вірогідності його б точно так би тримали в гаражі для того, щоб він не постраждав, адже втрата автомобіля за $70 000 не однозначно не рівна втраті автомобіля за $3000. Вот и оправдал. Попал бы он к военным, они бы его просто берегли и держали бы в гараже. А так хотя бы Кирилл Тимошенко, друг Зеленского, покатается. Критикувати Тимошенка за те, що він їздить в регіони, це якби критикувати його за те, що він виконує свої службові обов'язки. Не їздив би в регіони, так само критикували. Так треба визначитися, що правильно робити, їздити в регіони чи не їздити в регіони. А на чем еще можно ездить в регионы? Как не на автомобиле, который передан на гуманитарные цели. Но может быть мы не правы. Может быть передали для каких-то других целей. Вот, это был очень полезный опыт быть частью команды General Motors, которая бросилась в бой, преодолевала препятствия, двигалась, чтобы доставить эти необходимые автомобили правительству Украины для гуманитарной работы. Это спикер General Motors Джордж Свигас. Давайте почитаем дальше. Примерно месяц назад руководство General Motors обратились в украинское правительство с просьбой предоставить автомобили для эвакуации людей из зоны боевых действий и перевозки гуманитарных грузов. По-моему, все достаточно четко. Обращение правительства Украины. Давайте на первоисточник зайдем, может быть неправильный перевод. General Motors переправляет через границу с Украиной десятки внедорожников для перевозки людей. Около 4 недель назад лидеры правительства Украины обратились в General Motors со специальной просьбой. Компании нужны большие автомобили для перевозки людей из зон боевых действий. Не колеблясь, сказали да и в бой для оказания гуманитарной помощи. Автомобили переданы для оказания гуманитарной помощи. Автомобили будут использоваться для оказания гуманитарной помощи в регионе. Определение гуманитарная помощь и для оказания гуманитарной помощи просто в этом тексте встречаются много раз. Не является оказанием гуманитарной помощи перевозка тучного тельца зама главы офиса президента из места А в место Б по городу Киеву. Далее, помимо пожертвований 50 внедорожников, General Motors на сегодняшний день выделила $250 000 на поддержку гуманитарной помощи в регионах. Я представляю, куда пошли эти $250 000. Спасибо вам от украинских чиновников, которые воруют во время войны намного больше, чем до войны, потому что широкий спектр возможностей, и никто не ставит под сомнение их честность. По словам General Motors Canada, запустила программу пожертвований сотрудников в размере до $20 000 конкретным некоммерческим организациям в течение марта. Я так понимаю, что пожертвовали они тоже фонд Кирилла Тимошенко, Андрея Ермака, фонд Зеленского и так далее. Это все разворовывается. Но они или делают вид, что этого не понимают, или на самом деле этого не понимают. Разворовываются средства, которые передаются Евросоюзом. Разворовываются средства, которые передаются Соединенными Штатами Америки. И изредка лишь звучат слова о том, что необходимо контролировать эту передачу, эти денежные потоки. И также машины, которые передаются с гуманитарной целью. Ну, я думаю, если бы Лещенко таким странным образом не попытался отмазать одного из своих шефов, то это выглядело бы не так ярко. А сейчас это выглядит в достаточной степени ярко. Не ездил бы он, ездили бы другие.
Так все ездят. А что такое? Пока.